Здравствуйте! В этом выпуске я расскажу о первых впечатлениях о начальной школе в Штатах. Я об этом говорила в конце августа, начале сентября, когда мои младшие дети пошли в начальную школу, и обещала поделиться какими-то впечатлениями. Так вот, делюсь. Подпишитесь на канал, так как в следующем выпуске я расскажу про высшее образование в США через разговор с дочерью, которая вместе со своей польской подругой поступили в университеты здесь и начали учиться. И поэтому мне тоже будет интересно узнать об их впечатлениях уже от высшей школы. А пока говорим о начальной. Надо отметить, что начальная школа здесь начинается с kindergarten, то есть с детского сада, или по-нашему нулевки. И в этом была определенная путаница в самом начале, так как когда некоторое время назад я стала искать детям детский сад и вводила kindergarten, мне говорили, что они по возрасту не подходят, потому что kindergarten у них действительно это нулевка, которая вписана в обязательную программу обучения, то есть это нулевой класс, куда дети должны обязательно ходить с 5 лет. То есть, и если ребенку меньше 5 лет, он не попадает в kindergarten. И тут я задалась вопросом, а куда же ходят американские дети до 5 лет? А ходят они в другое заведение, которое называется daycare. И вот это вот daycare, которое, наверное, можно перевести как уход, дневной уход, вот он отражает полностью свою задачу. То есть здесь возникает такое большое расхождение с нашим представлением о детском саду, где с детьми занимаются различными там какими-то обучающими программами, да, и что-то с ними делают. Нет, здесь в daycare, по крайней мере в том, который я видела, с ними не делают ничего, а следят за ними, то есть их кормят, поют, но не более того. То есть их ничему не учат. И здесь я, конечно, сильно промахнулась, так как думала, что когда дети пойдут в детский сад, естественно, они автоматически выучат английский. И ничего подобного. То есть дети-то в этот daycare пошли, а английский-то они так и не выучили. Потому что, никто с ними не занимается. То есть они, по сути, бегают, играют с другими детьми. И это замечательное тоже заведение, где очень много места, огромный зал. И, в общем, все хорошо оснащено. Но скажем так, в этом учреждении нет функции обучения. И, видимо, даже разговора с детьми, после которого они могли бы начать тоже говорить. То есть только на уровне каких-то простых фраз. Все очень добродушны, там обнимаются, целуются, но язык они выучить не смогли. На этом фоне не могу не похвалить польские детские сады, куда дети тоже успели походить там несколько лет назад, только вот родившись, но они сразу же скажем так, первые же слова, и они заговорили на польском, и где действительно происходил такой большой процесс обучения, в том числе речи. То есть здесь совсем другая функция, да, и здесь нужно быть к этому готовым. При этом, что касается школы, то я пока могу сказать только хорошее о ней. За за 2 первые месяца обучения. Скажем так, в моем понимании все совпадает, скажем так, с моими ожиданиями. Они ежедневно пишут кучу каких-то прописей и приносят их домой. Я даже, честно говоря, не знаю, что с ними, с частью из них делать, когда пройдет еще столько же месяцев и больше. То есть они действительно ежедневно много пишут, выполняют, скажем так, привычные нам задания по тому, чтобы научиться писать, читать. При этом мне очень нравится их приучание, как это правильно сказать, к библиотеке и к чтению. То есть им раз в неделю детям выдают книжки, вернее, дети сами их выбирают, а им выдают их на неделю, чтобы родители им прочитали эти книжки, и через неделю эту книжку надо вернуть, и потом тебе дают следующую.
И библиотека расположена в школе не где-то за углом, да, там в таком незаметном месте, куда никто никогда не дойдет, а она, по сути, распределена по всей школе. То есть где-то, куда бы ты ни шел, ты натыкаешься на книжные полки и волей-неволей читаешь, да, обращаешь внимание на те или иные книги, и даже хочешь, естественно, там что-нибудь, что тебя цепляет, взять и почитать. И как бы вот эта идея мне очень понравилась, тоже такая маркетинговая, продвигающая, скажем так, услуги библиотеки. Не могу не отметить, что библиотеки здесь популярны везде. В самых маленьких городах, а поскольку мы берем дома в очень разных, да, разбросанных повсюду, где бы я ни была, я не знаю ни одного места, наверное, где я не видела бы библиотеки, а это города там с населением, ну окей, я не знаю, это может быть совсем маленькие деревни, но города там с населением от 10 тысяч человек, везде есть библиотеки. И это не пустующие библиотеки. То есть я, во-первых, заходила туда просто что-то распечатать, сразу скажу, я не такой пользователь активной библиотеки, но когда я заходила, меня поражало, что там есть люди. Там есть люди, которые реально пользуются ей по назначению, то есть они обменивают книги. Надо отметить, что там проходят разные мероприятия, судя по анонсам. Там есть большая детская часть, где также детей обучают чтению, проходят всякие чтения сказок, естественно, праздничные мероприятия. И в том числе там есть диски с фильмами и диски с музыкой, что тоже очень интересно и такой что-то из прошлого, но опять же американцы этим пользуются. То есть они реально, я видела, меняют эти диски, книжки. И библиотеки действительно, по крайней мере, давайте так, в штате Иллинойс, но я предполагаю, что похожая ситуация в других штатах, и я видела также во Флориде, библиотеки действительно востребованы. И то, что в школах им действительно вот это вот приучают к чтению путем выдачи и пользованию библиотекой, да, то, что ты взял, что ты должен ее вернуть, что у тебя есть только неделя, чтобы ее прочитать, а не закинуть эту книгу подальше на полку. Также интересно, что фактически уже несколько раз детям дарились книги там, от каких-то спонсоров, которые там друзья этой школы, им дарится книга, и на первой странице ты можешь написать имя, что эта книга принадлежит, и там имя твоего ребенка. Причем интересно, сразу скажу, некоторые книги, с которыми, естественно, я не была знакома, там, про красного пса, про кота Пита, с которыми вот не довелось мне, естественно, в силу своего происхождения познакомиться. Я сама с удовольствием читаю, да, это хорошие детские поучительные истории, которые, ну, довольно интересные, и как бы нельзя сказать, что чисто американские, да, они, в общем, подходят на любой вкус. Это первая часть. Что касается самих учителей. Ну, учителя очень обаятельные, миловидные, приятные, улыбаются. Мне довелось встретиться вот с ними буквально недавно. У них раз, видимо, в месяц или два проходят такие собрания, но не в привычном для нас формате. То есть родители вместе не собираются в классе, а здесь назначается так называемый Teacher Parent Conference. То есть встреча родителя-учителя, то есть ты записываешься, тебе предлагается определенный день и разное время на выборы, все записываются в свое время и приходят, и у тебя индивидуальная встреча с учителем, там 15 или 20 минут индивидуального общения. Я когда вышла, я задала вопрос, помню, мужу, когда вышла, я говорю, что они едят? Как можно пообщаться с 20 там сколько-то родителями по очереди и так улыбаться и радоваться жизни? То есть такое ощущение, что они что-то употребляют для того, чтобы сохранять такую форму. А поскольку у меня 2 детей, то и учителей было 2. То есть я не могу сказать, что это одна такая, вторая точно такая же. Учительница абсолютно жизнерадостная. Но мало того, что она жизнерадостная и действительно в эти 15-20 минут тебя закидывает
информации, то есть которую они собрали на твоего ребенка, статистические данные того, что он вот достиг, с чего он начал, там, видимо, в конце августа здесь было начало учебы, то есть с конца августа вот по сегодняшний момент вот эти промежуточные тесты, вот где у него хорошо, где у него плохо, да, с кучей выкладок и с такими поинтами, не знаю, там, не оценками, но вот процентами, да, сколько там, какой вот у него процент на данный момент. И до абсолютно индивидуальных замечаний о ребенке, которые показывают, что она еще, то есть не поверхностно проводит эти свои тесты и выдает итоги всем подряд просто, а она действительно подмечает какие-то такие штуки, которые, ну так, честно говоря, не заметишь, то есть если сам, ну хорошо не знаешь этого ребенка. И в этом смысле я очень удивлена. То есть она очень четкие дала характеристики и то, что ему нравится. Это при том, что дети по-прежнему не говорящие по-английски. Но здесь как бы надо отметить, что здесь уже вот они взялись по контрасту. Если там не делали ничего, то здесь они, по-моему, довольно гиперактивно занимаются не отдельно с моими детьми, а со всеми вместе. То есть у них идет довольно насыщенная программа, которая, в общем, сопоставима, скажем так, с русскоязычными школами. То есть я не вижу... Они занимаются очень похоже, но в очень такой уж очень миловидной атмосфере и дружелюбные, и при этом сами учителя, по крайней мере, выглядят они счастливыми. И если только, я говорю, что-то не употребляют дополнительно, чтобы так выглядеть, потому что, ну, был конец дня, и, наверное, они были усталые, но нет. То есть они были очень жизнерадостные, на подъеме, рассказывали еще, и я понимаю, что они так рассказывают каждому ребенку. То есть это так называемый индивидуальный подход здесь есть. Это вот то, что я могу сказать по, скажем так, по итогам первого месяца. Забавно, да, прозвучала эта выдача планшетов детям, а то им сейчас этого не хватает, хотелось спросить. Тем не менее, они считают, что, опять же, в современном мире дети, чем раньше освоят, в общем, современные гаджеты, тем лучше. И действительно, они передали нам какие-то планшеты домой, в которых дети могут играть в познавательные игры. Сразу обратила на себя внимание игра, первая же, которую вот наткнулась, это была игра с деньгами, что, в общем, отражает отчасти ментальность американцев. То есть игра, где дети, да, где какой-то там персонаж собирает монетки, и дальше он их обменивает на монетку другого номинала. И таким образом, видимо, они узнают, какие монетки, сколько стоят. Ну и потом их там меняют в банкомате. Полезная такая жизненная как бы история. При этом, когда я задалась вопросом о дополнительных уроках для детей, чтобы они освоили английский, в том числе предложила платные уроки, они сказали нет и отказались от этой опции, сообщив, что они не считают это необходимым. Ну, кстати, надо отметить, как и когда-то Польша, когда туда шли учиться мои старшие дети в польскую школу, польские учителя дополнительно с ними занимались польским бесплатно, это как было обязательно таким дополнением. Здесь такого нет, и мне просто сказали, что здесь с детьми приходит заниматься какая-то студентка, которая сама изначально говорила на другом языке, и она прикреплена как-то к детям, как такой, скажем, дополнительный воспитатель, видимо, может быть, для развития разговорной речи, и она появляется сколько-то раз в неделю. Но плюс они мне предложили несколько приложений, включая Duolingo, использовать на этих планшетах и самой позаниматься с детьми и повыполнять задания ежедневно. Но при этом сказали, что процесс идет по их замерам, которые они смогли сделать. Они считают, что процесс познания языка происходит в рамках нормы, и никаких дополнительных действий в настоящий момент делать не надо. Это может привести их к негативным последствиям. Ну, что называется, не переусердствовать, чтобы не было отторжения от учебы вообще. Поэтому на данный момент могу сказать только
позитивные, да, впечатления, но будем наблюдать и смотреть, к чему это придет и как бы чем закончится, скажем так, этот учебный год, и заговорят ли дети на английском, что, в общем, будет, наверное, главным мерилом, потому что когда среди прочих бумаг, которые мне выдали, было написано, что ребенок хорош в чтении, я засмеялась. Но оказывается, это измерение шло для всех детей, оно не измерялось чтением самостоятельным, а восприятием чтения того, что им читают учителя. А они после того, как им что-то прочитали, должны, видимо, ответить на какие-то вопросы или сделать те действия, чтобы понять, насколько ребенок понимает усвоенный материал. Да, в общем, это тоже такой показатель. Очень важная, по-моему, часть математика, потому что математики действительно много, и они на ней сфокусированы. То есть дети, по-моему, даже наши, вот мои дети, они тоже как числа, они знают лучше, чем что-либо, да, еще. Интересно, в Америке называются словарные слова, вот тоже узнала благодаря школе, popcorn words. Попкорновые слова, они же по-нашему словарные, то есть которые просто дети должны запомнить. Туда входят такие слова, как purple, то есть, видимо, которых нету, опять же, какое-то понимание, как их писать, то есть вот их надо просто запомнить. И поэтому они все время, каждый день приносят там какое-то новое popcorn word, popcorn слово. Думаю, что за popcorn слово? Оказалось, что это вот такие словарные слова в нашем понимании. Интересно проходили при этом у них в школе, по-моему, вот тоже раз в пару недель проходят какие-то мероприятия, то на детской площадке, куда привозили этих животных маленьких. Очень была такая трогательная, да, просто тусовка, где дети могли вот пообщаться с этими домашними животными, хрюшками всякими, да, козликами, попрыгать на батутах. Это была такая одно мероприятие. А второе мероприятие – это уже Хэллоуин, куда меня, кстати, пригласили и поучаствовать волонтером. И я с удовольствием сходила. Мне показалось, это очень насыщенное мероприятие, когда дети после, то есть, помимо традиционного здесь парада костюмов, то есть дети наряжаются в костюмы и проходят там перед родителями, такая вот, этим показывают их. Дальше была, наверное, 2- или 3-часовая программа, где старшеклассники обучали детей разным штукам. Устраивали разные такие интерактивные станции. Там, от смешивания соды с уксусом до создания масок на Хэллоуин, игры в бинго. И это было просто too much, по-моему. То есть это такой интенсив. И мне очень, в общем, да, это было тоже здорово сделано, как человек, когда-то занимавшийся организацией мероприятий, хочу сказать, что было сделано круто и очень хорошо организовано, и вот эти родители-волонтеры, при этом которых особо ничем не нагружали, то есть мы пришли, и, в общем-то, мы стояли, и, скажем так, по мере необходимости, видя, что если какой-то ребенок с чем-то не справляется, ты подходил и помогал ему. В этом и была вся миссия. Большую часть времени ты просто был зрителем, да, и сам смотрел, как они играют. Это тоже очень необычно, так как я была участником родительского комитета и в других странах и местах. И обычно это требует какой-то инструкций, да, четких заданий, четких действий. А при том, что праздник действительно был очень интенсивный, я такого, наверное, не видела и в других школах. То есть это не одно помещение, это разные переходы, их много, и они все как-то перемещаются, что-то делают. И много разных этих станций. То скажу, что да, тоже интересный формат, с которым я раньше не сталкивалась. Что касается школьного графика, в общем, в данном случае, наверное, похож на любую другую страну. Единственным бонусом здесь является это, конечно, школьный автобус, когда ты выводишь ребенка из дома, сажаешь его в автобус, и он поехал. То есть никуда не надо идти, это очень удобно.
Что касается детей, в школе кормят, причем кормят 2 раза. Ну, как-то кормят здесь вообще много, ну, как вы сами, наверное, знаете. В общем, здесь есть и завтрак, и ланч, и это бесплатно. Помимо ланча я получила такое странную бумагу. Они много бумаг все время передают. С одной стороны, с приглашениями на какие-то мероприятия, а с другой стороны, с разными такими заметками и сообщениями. И вот в одной из них что-то было, что если вы в пятницу что-то там нужно собрать, какой-то набор еды, сообщите. Я, честно говоря, думала, что мне надо что-то собрать, какую-то такую гуманитарную помощь или что-то сделать, собрать какой-то набор чего-то и передать в школу. Оказалось, нет, это наоборот другое, что они спрашивают. Если в твоей семье есть такая проблема, что это по всему, насколько я поняла, по всему Иллинойсу, это такая чисто программа Иллинойса, то есть, тебе не хватает там, видимо, еды или чего-то, ты можешь, в общем, подписать вот эту бумагу, и тогда в пятницу ребенку передают какой-то дополнительный набор еды на выходные. Причем они это подчеркивают, что это инкогнито. И я говорю, это так было сложно, завуалированно написано, видимо, чтобы никого не задеть и не обидеть, что я сама не поняла, чего они хотят. Только потом сообразила, что они предлагают не мне продукты нести, а мне их дать. То есть надо подписать, и они как-то инкогнито, втихаря, чтобы, то есть не подчеркивая, видимо, тебе детям в рюкзак что-то положат, и вот у них будет такая дополнительная. Но это как бы без огласки, такая происходит. Здесь тоже есть своя программа, в общем, по дополнительному питанию для детей от школы домой. Что же касается продленки, то продленка платная после 3, то есть дети учатся в школе до 3 часов. Если нужна продленка, то как раз так называемые daycare, о которых я говорила ранее, то есть то, что в нашем понимании детские сады принимают детей из школы. У них в этих детских садах есть такая, называется school room, то есть продленка. И поэтому дети логично, что туда же и пошли, в этот же daycare, в котором они уже побывали. То есть дети после школы идут в этот daycare, и там некоторое время еще там до 5:30, где-то до 6, по-разному здесь, они там находятся. То есть, по сути, да, ребенок может целый день находиться в школе, то есть, как и, наверное, везде в других странах, то есть у тебя полный день, да, свободный. Что касается школьных сборов и поборов, такая, помню, болезненная тема для русскоязычных людей. Школе, не знаю, то есть школа бесплатная, устраиваться, я ни разу не видела директора школы, устраиваешься через секретаря, к которому заходишь, заполняешь анкету. Как я говорила, все очень просто. И единственное, к чему цепляются, это вакцинация. То есть у ребенка должны быть все прививки, которые здесь требуются. Большинство из них перекликаются. И обязательно медицинское обследование у врача. У местного врача ты должен принести от него тоже заключение. И, правда, очень грозные эти письма приходят, что если вы этого не сделаете там до какого-то октября, ребенок будет автоматически отчислен. То есть тебя так пугают этим жестко. То есть это единственное такое жесткое требование, что у тебя это должно быть. Что касается свидетельства о рождении, то они нужны их копии. Переводы ты делаешь сам, по сути. Сам переводишь, чтобы они понимали, что там написано. То, что, по-моему, вот сейчас появилось новое требование уже при Трампе, меня спросили, когда въехали в Америку. Раньше, насколько я понимаю, такого вопроса не было, потому что секретарь сама была очень удивлена и не знала вообще, что это и где это. То есть, такая на самом деле есть форма, по-моему, А94, где любой, да, иностранец может, и она много где требуется, но, видимо, не требовалась раньше в школе. Теперь ее затребовали. Не знаю, к чему это может привести. Возможно, действительно будут какие-то действия негативные в отношении детей, нелегальных мигрантов. Не знаю. И это грустно, потому что мне как раз очень нравилась позиция
Америки, что они не трогали детей, то есть дети нелегальных мигрантов могли учиться в школах, и никто никогда их не спрашивал ни о каком статусе их родителей. И в этом очень большое было преимущество. Как будет сейчас, не знаю. После запроса этой информации. Что же касается сборов денег, то их не было, за исключением одной бумаги, где было написано, что если вы хотите что-то задонатить в школу, причем даже там на какую-то определенную, какую-то они там дорогу вокруг чего-то делают, и написали, что если вы хотите, вы можете это сделать в таких-таких формах, там, насколько я понимаю, суммы там от 30 до 50 долларов, ты получаешь какой-то значок, если это сделал, от 50 до 100 тоже какой-то, тут же тебе дадут приз. И мне понравилась третья строчка, что если ты задонатишь от 150 долларов и выше, или от 150-200 долларов, видимо, выше даже и нельзя, если ты задонатишь школе 150-200 долларов, с тобой тебя пригласит на ланч директор школы. Вот, у тебя будет личный ланч с ней. Ну, такая забавная. При этом директора школы не было нигде, нету здесь ни на 1 сентября так такового нет. Дети начинают ходить в конце августа. Что касается, то есть никаких общих линеек, ну, хоть какого-то, да, ее присутствия нету совсем, то есть она действительно выполняет чисто административную функцию. Единственное, что слышала от детей, что к директору водили кого-то там, кто плохо себя вел. Это вот перекликается, наверное, с какой-то старой нашей традицией. К директору куда-то кого-то увели, когда он себя плохо вел или плакал. Ну, возможно, дети неправильно поняли, потому что по-английски они по-прежнему не говорят, но уже понимают. Напишите, пожалуйста, какие еще темы вам интересно узнать из американской жизни. Я сделаю такой плейлист и буду делать зарисовки, так как мне кажется, это довольно интересно. Ну, по крайней мере, мне бы самой было интересно узнать там, до приезда сюда о том, как здесь происходят различные вообще какие-то действия, да, в том числе уж в таких учреждениях, как там школы, сады, медицина и прочее. В общем, напишите темы, которые интересуют вас. Я сделаю этот плейлист, и туда буду загружать такие видео. В следующем выпуске расскажу и поговорю с дочерью по поводу университета в Нью-Йорке высшего образования здесь. И также хотела у вас спросить, стоит ли делать, интересны ли вам новости США, в том числе касающиеся, там, допустим, недвижимости штата Иллинойс. Если да, то напишите об этом в комментариях, и я постараюсь делать такой регулярный обзор американских новостей. Ну, там, например, раз в неделю. Ну, таких действительно интересных и каких-то касающихся всех, а не только там совсем жителей Иллинойса. Вот, поэтому если интересно, пишите, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь и обязательно еще подпишитесь на наш Телеграм, чтобы следить за объектами недвижимости, которые появляются.